Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала Семёныч. Ну вот вроде бы практически все дела у нас сделаны. Осталось вот сегодня уже начали грабли прибирать, разбирать колеса, прибирать их все полностью. То этот ангарчик будет здесь храниться. Ну и осталось у нас последнее дело. Это вспашка огородов на осень. Добить, как говорится, последние сорняки, дать небольшое орошение земли, ну и взрыхлить притоптанную, укатанную почву. Приобрели мы в прошлом году где-то примерно в это время вот такой вот плужок ПЛН 3-3,5. Очень давно мы его искали, не могли все найти. Именно вот трехкорпусный. В объявлениях то однокорпусный, то двухкорпусный. В основном на малые трактора все продавались. А именно такого большого, в таком состоянии, еще с совдеповских времен. Он у нас с 1987 года. Вот еще шильдик остался. ПЛН 3,5. Вот, практически мой ровесник. Чуть-чуть помоложе. Вот в таком состоянии он нам достался. Позвонили нам. Ну, знали люди, что мы его ищем. Все еще в таком состоянии, а его хотели сдать. Представляете, такое богатство, как говорится, для хозяйства. Еще нам достался он с этим с уголком, что очень удобно. Данным плугом мы уже пахали осень немножко, ну и по весне немного тоже огородов пахали. Сейчас, как говорится, свои огороды спашем, ну и заявочки помаленечку поступают. Погода дает нам здесь пока поработать. Ну и соседям попашем, кому надо будет, кто просил. Ну а сейчас подцепляем этот плуг. Агрегатируется он у нас с МТЗ-82. И просто хотим показать, как мы этот плуг настраиваем. Ну все, приступаем. Ну вот и навесили мы плуг на навеску. Сейчас будем его регулировать. Для этого вот такой вот мы положили брус. Сейчас будем на его наезжать. Это для того, чтобы сымитировать трактор, что как будто он пашет в пашне, в борозде идет. То, что если вот отсюда вот посмотреть, вот, мы видим, что плуг наклонен в эту сторону. Сейчас, как мы наедем на бревно, на этот брусок, он у нас выровняется. Ну и будем регулировать дальше. Для регулировки плуга необходимо выбрать максимально ровную территорию. Но вот здесь у нас в огороде она уже прикатана за эти годы. Ну, более-менее пойдет. Близко у нас ни асфальта, ни бетона нету, поэтому будем регулировать здесь. Регулируется он не так уж и сложно. С помощью вот этой центральной тяги, вот этих вот раскосов левого-правого и вот этих вот стяжек. То есть будем его регулировать с помощью центральной тяги. Это глубину пахоты. А с помощью раскосов и стяжек будем в параллельных и поперечных плоскостях регулировать. Вот этот вот раскос трогать не будем. Здесь даже вот, как видите, все закрашено, ни разу не откручивалось. Здесь высота вот этого вот раскоса 515 миллиметров, то есть 51,5 сантиметр. Он как есть заводской, так и есть заводской. А тот раскос правый должен быть в половину меньше высоты вот этого бруса. Вот, ну потом посмотрим, сколько у нас получится. Ну все, приступаем. Ну что, уважаемые зрители, вот он наш стальной конь
настроен вроде на работу. Вроде бы так, более-менее черновые отрегулировали. Лемех у нас вот это вот расстояние смотрит ровно на внутреннюю сторону колеса. Расстояние по осям у меня колес 150 сантиметров. Вообще, по идее, надо разводить на 70 и на 80 делать сантиметров. Но нам же, как говорится, не поля пахать, не гектары. Там бы, может, мы и развели. А здесь чисто немножко. Отрегулировали мы стяжки, раскосы. То есть он у нас сейчас что в поперечных, перпендикулярных, что в параллельных плоскостях. Все вроде бы нормально стоит. Ну, самое главное будет настройка, это уже непосредственно в борозде, в пахоте. Что мы сейчас и будем делаем. Продемонстрируем вам, как настроили плуг. Здесь также мы вот на хранение его солидольчиком он мазали, чтобы не сильно они ржавели. Так как плуг стоял очень долго, хозяйство практически банкрот был. Да не практически, а банкрот, раз все распродают. Ну и чтобы отшлифовать их, время надо. Ладно, все, едем, в общем. А вот и наш первый подопытный огород. Регулировочный, я бы сказал. А может, сразу все хорошо пойдет. Ну так, конечно, редко бывает. Хоть маленечко, но необходимо регулировать. Сейчас дело, как говорится, покажет. Пошла родимая. Народ он картошку еще не докопал. Некачественно выкопал, вернее. А вот та борозда, про которую я вам говорил. Вот за место нее мы подставляли этот брус. Делали эффект. Вот сейчас трактор идет прямо. Сейчас в нее падать будет. Спускаться. Вот хлопс. Такое ощущение, что как будто в борозде мы настраивали. Огороды сырые. Вот такая осень в этом году. Дождливая. Так, немного надо подрегулировать. Че, глубоко? По-моему, глубоко. Или нет? Да я бы не сказал, что глубоко, нормально. Нормально. Не пойдет, не пойдет.
хорошо, все как положено. Ну вот и все, скорее всего, последняя загонка на этом огороде. Первенец у нас практически готов. Да не практически, а готов. Да, совершенно верно. Решили трактор подукутать, так как у нас позавчера мороз был до минус 8 градусов. Нет, что-то еще решил подровнять. Погода в этом году ужас просто какая. Летом чуть ли все было не сгорело, а потом как зарядили эти дожди, и вот до сих пор. У нас хозяйство еще, Новосибирская область, Двинский район. Некоторые урожай еще не убрали, погода не дает. А урожай в этом году хороший, как никогда. Ну и все на этом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго и до новых встреч. Пишите комментарии, конечно же. Отвечу всем без исключения. Где-то, может быть, мне что-то подсоветуете. Всем всего доброго, в общем, и до новых встреч. Не ломайтесь. Работайте на этой технике. Сейчас почистим и к следующему огород.